Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик. Спасибо за внимание. Этот овощ – один из древнейших источников пропитания, которые использовали наши дальние предки еще до нашей эры. И неспроста, потому что этот продукт невероятно богат полезными витаминами, минералами и кислотами. Наши предки, конечно, этого не знали, а употребляли ее интуитивно. Сегодня же свекла – любимый продукт людей на диетах и просто следящих за своей фигурой. Свекла – это не просто полезный овощ, но также поистине целебный продукт, способный предупредить рак и генетические мутации будущих детей. Именно благодаря этим свойствам он очень полезен и даже жизненно необходим для человека. В этом видео мы рассмотрим пользу и вред от употребления свеклы, но прежде чем продолжить просмотр, просим вас подписаться на канал, чтобы не пропустить в дальнейшем новые полезные материалы, а наша команда, в свою очередь, будет делать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Обладает огромным количеством полезных свойств. В 100 граммах этого овоща содержится всего лишь 50 килокалорий на 100 грамм, поэтому она так любима худеющими людьми. Малое количество калорий на 100 грамм и способность насыщать человека на долгое время делает свеклу одним из ключевых продуктов в рационе следящего за своим питанием человека. Свекла полна сахаров, то есть углеводов, которые необходимы для энергии в течение дня, а также клетчатки, благодаря которой снижается риск рака, диабета 2 типа и сердечных болезней. Также она способна налаживать работу ЖКТ, улучшить состояние кишечника и ускорять обмен веществ, что особенно важно во время похудения. Здоровый обмен веществ – залог быстрого расщепления жира, благодаря которому как раз и происходит похудение. Также быстрый обмен веществ просто необходим любому современному человеку для хорошего самочувствия и усвоения продуктов питания. Очень важно и количество тех самых полезных веществ. Кислоты, обеспечивающие все функции организма, а также здоровье и рост ребенка в утробе матери. Кроме того, свекла способна предупредить различные мутации генов, из-за которых рождаются больные дети. Благодаря марганцу мышцы быстрее восстанавливаются и работают, что особенно важно для интенсивно тренирующихся спортсменов, ибо мышцы начинают восстанавливаться быстрее, благодаря чему тренировки можно проводить чаще. Для сердечного здоровья и давления важен калий, который как раз и будет способствовать улучшению симптомов гипертонии. Для хорошей кожи и крепкого иммунитета важен витамин С. Кстати, во время простуды имеет смысл пить этот витамин в двойной дозе для интенсивной работы иммунитета. Также в этом продукте содержится большое количество веществ, которые способны уменьшить симптомы гипертонии, улучшающие кровоток и расширяющие сосуды, а также предупреждающие развитие болезней сердца и даже рака. Уменьшает симптомы гипертонии. Ученые обнаружили, что регулярное употребление этого продукта способствует снижению риска развития гипертонии или же просто повышенного давления у людей, находящихся в группе риска. Группой риска считается плохая наследственность, когда кто-то из близких родственников имеет эту болезнь, наличие ожирения и диабета любого типа. Последние два пункта особенно важны, так как свекла имеет свойство расширять сосуды и увеличивать ток крови к мозгу. Причем этот продукт способен снизить давление уже через несколько часов после употребления на 5%. Это происходит из-за того, что свекла положительно влияет на кровеносные сосуды и расширяет их, благодаря чему снижается артериальное давление. Кроме того, регулярное употребление свеклы способствует уменьшению риска атеросклероза за счет расширения сосудов и очистки организма, в том числе и крови. Этот эффект сохраняется вплоть до 7 часов после поедания продукта, так что есть смысл есть его на регулярной основе с каждым приемом пищи. Для этого существует большое разнообразие рецептов с этим продуктом: салаты чисто из свеклы, салаты с содержанием свеклы, гарниры из свеклы и даже привычный борщ, который также является крайне полезным, потому что сочетание бульона, овощей и вареного мяса очень благоприятно сказывается на пищеварении. Способствует спортивным успехам. Исследования показали, что в свекле содержится большое количество необходимых для ускоренного восстановления мышц веществ. Также регулярное употребление этого продукта повышает выносливость организма более чем на 20% за счет повышения потребления телом кислорода, что так необходимо для высокоинтенсивных тренировок. Опытные спортсмены рекомендуют употреблять этот овощ не раньше, чем за несколько часов перед тренировкой. Лечит нарывы. Развитию различных воспалений способствует ожирение, варикоз, болезни сердца и предраковые состояния. В этом овоще содержится большое количество витаминов.
которые способствуют снижению риска опухолей в организме. Также полезные вещества из этого овоща способны предупредить мутации плода в утробе матери, благодаря чему дети рождаются более здоровыми. А еще важной характеристикой этого овоща является то, что он имеет свойство обезболивать симптомы артрита. Ускоряет обмен веществ. В свекле в большом количестве содержится клетчатка, благодаря которой в кишечнике человека размножается большое количество полезных микроорганизмов и гибнут многие болезни и вирусы. Кроме того, клетчатка очень хороша для пищеварения, так как налаживается регулярность стула. Свекла борется с запорами и другими болезнями кишечника, которые являются инфекционными. Также важно то, что ученые проводят связь между развитием приобретенного диабета и регулярным употреблением свеклы. При регулярном употреблении этого продукта риск диабета, рака и сердечных болезней заметно снижается. Улучшение когнитивных способностей. Известно, что работа мозга замедляется в процессе старения, и иногда этому способствуют различные болезни типа деменции и прочих. Исследования показали, что одной из причин этого ряда болезней являются зажимы, из-за которых снижается кровоснабжение клеток мозга и нервной системы в целом. Также исследования показали, что вещества, которые в большом количестве содержатся в этом продукте, способны увеличить приток крови к нервной системе и мозгу, тем самым предупреждая развитие этих старческих болезней. Также у людей, у которых свекла была регулярно вписана в рацион, наблюдались улучшения когнитивных функций. Борется с раком. Исследования показали, что свекла способна уменьшить риск рака, а также снижать скорость деления раковых клеток в организме. Также предварительные исследования показали, что свекла способна бороться с раком различных желез в человеческом организме. Пока что эти исследования проводились исключительно в лабораторных условиях, но в скором времени эти феномены начнут изучать подробнее. Способствует снижению веса. Как известно, уменьшение употребления калорий способствует похудению, так как организм тратит больше калорий, чем получает с пищей. Также эксперты отметили, что этот продукт имеет свойство насыщать на более долгий промежуток времени, подобно белковым продуктам. Также он способен снижать аппетит. Так как в свекле, помимо всего прочего, содержится клетчатка, то она помогает эффективнее снижать вес во время похудения. Для достижения такого эффекта достаточно лишь добавить свеклу в каждый прием пищи в течение дня. Этот продукт наполнен антиоксидантами и витаминами, которые ускоряют обмен веществ. Благодаря свекле организм начинает более успешно впитывать в себя полезные вещества из пищи. Полезно для беременных женщин и ребенка. Этот продукт полон важных кислот, которые способствуют правильному развитию ребенка в утробе матери, а также снижает риск развития врожденных болезней. Также благодаря свекле снижается риск преждевременных родов, риск выкидыша и смерти ребенка. А кроме того, свекла наполняет организм плода всеми необходимыми веществами для дальнейшего роста и развития. Защищает внутренние органы. Этот продукт предупреждает развитие разных неприятных болезней печени типа цирроза. Благодаря свойству антиоксиданта этот овощ выводит из печени все вредные вещества, а также способствует улучшению состояния при ожирении или же приобретенном диабете. Для кого свекла противопоказана? Несмотря на то безумное количество пользы, которую приносит этот продукт, есть также люди, которым он противопоказан. К противопоказаниям относят аллергии, пониженное давление, проблемы с почками. Но также есть у этого продукта и вред. Вред он наносит в случае, если человек употребил его слишком много. У человека изменится оттенок мочи и начнется диарея. Аллергические реакции. Они могут произойти из-за употребления совершенно любого продукта, и свекла не исключение. Если после употребления этого продукта пошла сыпь непонятной природы или же появились другие симптомы аллергической реакции, то значит, что свеклу стоит убрать из рациона. Пониженное давление. Для людей с гипертонией этот продукт показан, потому что он снижает артериальное давление, и, соответственно, он будет противопоказан людям, у которых давление и так стабильно ниже нормы. Различные почечные болезни. Этот продукт не только в зрелом, но и в зеленом виде способен нанести непоправимый ущерб. Благодаря своему мочегонному действию этот овощ может быть причиной образования камней в почках или же мочевом пузыре. Побочные эффекты не являются противопоказанием, так как появляются только в случае повышенного количества продукта в организме человека, но все же будут очень неприятным явлением, так что не стоит есть больше килограмма свеклы за раз.
Гиперпигментация мочи. Свекла имеет свойство окрашивать мочу в ярко-красный цвет. Это никак не мешает жить и не является серьезной проблемой, но все же это неприятно. Также может наблюдаться диарея, совмещенная с газами в кишечнике и боли в животе. Приятным фактом будет то, что этот овощ можно есть во время вынашивания ребенка, естественно, если нет противопоказаний от врача. В свекле содержится огромное количество полезных веществ, благодаря которым плод будет развиваться полноценно. Также благодаря этому снижается риск сложных родов и просто врожденных болезней ребенка. Для девушек, вынашивающих ребенка, хватит одной свеклы среднего размера в день. Рецепты со свеклой. Свежую свеклу следует очистить и сварить, не отрезая полностью части листвы и корня, чтобы продукт был как можно сочнее. У несвежевыкопанной свеклы стоит убрать листву целиком. Затем продукт нужно довести до кипения и варить еще час. Время варки напрямую зависит от размера и количества свеклы. После этого отваренная свекла заливается ледяной водой. Это нужно для того, чтобы ее кожица отходила быстрее и легче. Для любителей запеченных блюд есть рецепты свеклы в духовке. В этом случае она просто заворачивается в фольгу и запекается 50 минут при температуре 170 градусов. Употребление свеклы. Чтобы очистить организм от шлаков и токсинов, вам необходимо: мелко натрите свеклу, скатайте в свекольные тефтельки, ешьте трижды в день во время еды 7-14 дней. Добавляйте этот продукт в салаты, потому что так она будет очень хорошо сочетаться с прочими овощами и зеленью, а также способствовать профилактике различных болезней. Также этот продукт можно употреблять при гастрите, панкреатите и язве, но не более 100 грамм в сутки. Для снижения веса добавляйте этот корнеплод в салаты и гарниры, либо же просто ешьте в вареном виде. Свекла – постоянный спутник рациона у тех, кто хочет похудеть. Для слабительного эффекта употребляйте на голодный желудок свеклу, а если же вы заправите ее маслом, эффект усилится в несколько раз. Чтобы снизить давление, также следует употреблять свеклу. Она способствует послаблению симптомов гипертонии. В общем и целом, свекла – отличный продукт для каждого человека, а ее польза неоспорима. С помощью регулярного употребления этого продукта из организма выведутся вредные токсины, а также повышенная радиация. С помощью свеклы можно снизить вес, отрегулировать работу ЖКТ и даже предупредить рак. Поэтому просим не забывать подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще будем благодарны, если понравилось видео, поставьте ему лайк и поделитесь видео со своими родными, близкими и друзьями. Свекла – это потрясающий источник очень нужных микроэлементов для нашего организма. Хотя большинство из нас по весьма непонятным причинам обходит этот овощ стороной и не особо включают его в свой рацион. А между прочим, очень зря. Потому что если есть свеклу каждый день, то можно очень здорово улучшить состояние нашего организма. Так что досматривайте видео до конца, в нем я расскажу о том, что будет с нами происходить, если есть свеклу постоянно. А происходить будет очень многое. Итак, погнали! Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на мой канал и на колокольчик тоже нажмите. Не пропускайте моих новинок. Первый и, наверное, самый заметный эффект, который оказывает свекла, это стабилизация работы нашего желудочно-кишечного тракта. Если вы хотите, чтобы ваш кишечник работал как часы, то свеклу употреблять обязательно. Эффект, не то чтобы моментальный, но в течение одного дня. Потому что если есть проблемы с проходимостью кишечника, возможно, запоры, то со свеклой эта проблема решается не то что просто, а очень просто. Также в свекле очень много клетчатки, а про пользу клетчатки я на своем канале рассказывал не раз. То, что клетчатка буквально прочищает наш кишечник, приводит его в тонус. Также клетчатка вызывает рост полезной микрофлоры в нашем кишечнике, потому что является для них естественным кормом. Больше клетчатки едим, больше полезной микрофлоры у нас и заводится. Так что свекла – это один из лучших продуктов для прочистки нашего кишечника. Следующий пункт – это наличие в свекле бетонина и бетаина. Да, это два разных вещества, хотя название у них довольно созвучное. Это именно те вещества, которые и придают ей такой своеобразный красно-фиолетовый цвет. Их даже могут использовать как натуральные красители в пищевой промышленности, но сейчас не об этом. Дело в том, что эти вещества являются очень сильными антиоксидантами, то есть они нивелируют вредное воздействие свободных радикалов, которые наносят нашему телу довольно большой вред. Таким образом, бетонин и бетаин предотвращают преждевременное старение. Было даже доказано,
доказано то, что свекольный сок обладает гораздо более выраженным антиоксидантным эффектом, чем другие до этого известные антиоксидантные соки, такие как соки клюквы, яблока, помидоров, граната, апельсинов и так далее. Также бетаин обладает уникальным свойством. Это именно то вещество, которое направляется для обезвреживания токсинов в нашем организме. Так что если вы хотите вести профилактику преждевременного старения, а также образования опухолей, то употреблять свеклу очень желательно. Идем дальше. Следующий пункт. Свекла снижает давление. Да-да, то есть она очень полезна для людей с гипертонией. А достаточная доза сока свеклы даже способна в некоторых случаях заменить лекарство. Конечно, гипертония – это вещь, которая преследует человека на протяжении всего дня и даже ночи. И поэтому в этих случаях употреблять свеклу рекомендуется не одной большой порции, так залпом, а дробить ее по чуть-чуть в каждом приеме пищи. И все-таки я сделаю важную оговорку. Если у вас систолическое давление 140 либо выше, то необходимо, конечно же, обращаться к специалисту. Не занимайтесь самолечением. Это базовая рекомендация. Следующий пункт – воздействие на нашу печень. Дело в том, что все благодаря тому же бетаину свекла благотворно влияет на печень тоже. И это вещество очень здорово улучшает жизнедеятельность нашего органа. Следующий пункт может показаться весьма неожиданным, но тем не менее были исследования, которые это доказали. Свекла способна повышать вашу физическую силу и выносливость. Так, например, ученые занимались велосипедистами, которым давали сок свеклы, и результаты были потрясающие. На 4-километровой дистанции они улучшили свои показатели на 11 секунд, а на 16-километровой дистанции они улучшили показатели на 45 секунд. Свекла очень здорово влияет на эластичность наших сосудов. Соответственно, их пропускная способность тоже увеличивается. Улучшается кровообращение, и поэтому спортсмены испытывали меньшее кислородное голодание во время этого заезда. Следующий пункт будет интересен мужчинам, хотя в каком-то смысле женщинам, конечно же, тоже он будет интересен. Дело в том, что свекла, как это ни странно, очень благотворно влияет на мужскую потенцию. Еще в Древнем Риме свеклу рассматривали как афродизиак. В определенном смысле действие свеклы очень близко к воздействию виагры, то есть она улучшает выработку окиси азота. Хотя в этом случае лучше не злоупотреблять, потому что если съесть свеклы очень много, то возможно возникновение уже обратных побочных эффектов. Особое внимание стоит уделить микронутриентам, которые содержатся в свекле. Так она занимает одно из самых первых мест по обеспечению нашего организма такими веществами, как фосфор, кальций и магний. Также в свекле содержится довольно большое количество йода, в ней много витаминов группы В, а также там есть витамины С, ПП и каротин. Как мы все с вами знаем, витамины и минералы гораздо лучше принимать не при помощи таблеток и добавок, а при помощи натуральных продуктов. Так вот, свекла это будет очень хорошим дополнением. Ну хорошо, а как готовить свеклу? Мы, конечно, все привыкли ее есть в термически обработанном виде. Чаще всего вареной. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что после варки некоторые витамины и минералы в свекле гибнут. И поэтому многие диетологи рекомендуют ее употреблять в сыром виде. Хотя прекрасно понимаю, что не у всех настолько крепкие желудки, чтобы это с легкостью усваивать. И все-таки наиболее оптимальные способы готовить свеклу – это тушение, запекание, варка, либо готовка на пару. Еще одна альтернатива – это сок свеклы, о котором я уже говорил. Как вариант, его можно разбавлять с соком моркови. Но тут есть один нюанс. Не рекомендуется пить такой сок натощак, поскольку натощак он может раздражать желудок. И еще один нюанс, о котором стоит сказать. Дело в том, что в свекле содержится, как это ни странно, определенная доза сахара. И поэтому людям с сахарным диабетом стоит быть осторожным. Также свекла не рекомендуется людям, у которых есть подагра, либо мочекаменная болезнь. А в остальных случаях свекла – это потрясающий, очень недорогой, выгодный и полезный продукт, который рекомендуется употреблять в пищу каждый день. Кстати, друзья, напишите в комментариях, а вы как, едите свеклу? Либо, может быть, только по праздникам, когда на столе есть винегрет? Расскажите, поделитесь, будет интересно.
Приятный вкус, лечебные свойства и ценовая доступность сделали свеклу незаменимым продуктом для приготовления не только повседневных, но и праздничных блюд. Однако даже опытные хозяйки могут не знать, насколько важно учитывать и пользу, и вред свеклы, так как чрезмерное увлечение овощем может стать причиной недомогания. Правда ли, что в таком популярном корнеплоде таится угроза для здоровья? Давайте попробуем разобраться. Состав и калорийность свеклы. Пищевая и лекарственная ценность свеклы была открыта жителями Средиземноморья за несколько тысячелетий до нашей эры. Изначально растение употреблялось в пищу в диком виде, но со временем были выведены и культурные формы корнеплода. К началу XI века свекла появилась на территории Киевской Руси и постепенно приобрела массовое распространение по миру. Благоприятное воздействие свеклы на организм отмечали еще античные гурманы. Однако научное подтверждение уникальных свойств овоща было получено только в наше время. Лечебный потенциал свеклы обусловлен наличием в ее составе ценных веществ и элементов: витаминов группы В, фолиевой и пантотеновой кислоты, ниацина, природных антиоксидантов и антисептиков А и С, группы ПП, эквивалент ниацина, группа К, филохинол. Также наличие минералов: йода, железа, кальция, меди, калия, магния, цинка, серы, кобальта, рубидия, цезия, хлора, фосфора, бора, ванадия, кремния, кварца, клетчатки и органических кислот: лимонной, олеаноловой, яблочной, молочной, винной, щавелевой, каротиноидов и флавоноидов. Как видите, очень много полезных веществ. Биохимический потенциал свеклы позволяет успешно применять овощ не только для профилактики, но и для лечения огромного количества недугов. Целебная сила корнеплода выражается в оздоровительном воздействии на все системы организма человека. Органы желудочно-кишечного тракта. Благодаря клетчатке и органическим кислотам нормализуются обменные процессы, улучшается работа желудка и пищеварения, усиливается перистальтика и устраняются даже хронические запоры. Пектиновые вещества подавляют жизнедеятельность гнилостных микроорганизмов, способствуя нормализации микрофлоры и естественному очищению кишечника. Метаболизм. бетаин в составе свеклы относится к липотропным веществам, обеспечивающим естественный уровень обмена липидов и холестерина. Липотропики обладают способностью регулировать уровень холестерина в крови, а также стимулировать вывод жиров из клеток печени, препятствуя жировой инфильтрации органа и образованию холестериновых камней в желчных протоках. Сосуды и сердце. Большое количество магния способствует укреплению сердечной мышцы, предотвращает развитие атеросклероза, снижает риск возникновения гипертонии. Иммунитет. Витамин С с провитамином бета-каротин усиливают защитный потенциал, противостоят развитию опухолевых процессов. Кроветворение. Витамины группы В, железо, медь, фосфор и кобальт улучшают процессы кроветворения, повышают гемоглобин и качество состава крови, укрепляют капиллярные стенки, растворяют тромбы, очищают кровь, улучшают работу сердца, предотвращают развитие анемии и лейкемии. Опорно-двигательный аппарат. Наличие кварца в составе свеклы – залог прочности и функциональности костных и хрящевых тканей, а также артерий и эпидермиса. Мозг и зрение. Свекольные нитраты стимулируют кровообращение, улучшая питание и работу мозга и клеток роговицы. Кроме того, цинк в составе свеклы укрепляет сетчатку, предотвращая ее отслоение. Общее самочувствие. Свекла укрепляет нервную систему, стабилизирует психический и эмоциональный фон, борется с депрессиями. Фолиевая кислота способствует регенерации клеток, омолаживая ткани. Щитовидная железа. Работу эндокринной системы поддерживает йод в составе корнеплода. Кроме того, свекла обеспечивает мочевыводящие действия, нормализует работу почек, выводит токсины, помогает предотвратить развитие рахита у детей, применяется для лечения цинги,
а также оказывает тонизирующее действие при похмельном синдроме. И ученые, и представители официальной медицины уверены, польза свеклы для здоровья человека исключительна, а других овощей, способных полноценно заменить корнеплод в рационе, в природе не существует. Противопоказания к употреблению свеклы. Несмотря на мощный целебный потенциал корнеплода, его употребление не всегда оправдано и с медицинской точки зрения, особенно в большом количестве. Употребление свеклы противопоказано при обострении гастрита и язвенной болезни. Пациентам с повышенной кислотностью желудка следует с осторожностью относиться к блюдам с корнеплодом. При дисфункции почек и мочекаменной болезни. Щавелевая кислота корнеплода способствует кристаллизации жидкости и провоцирует обострение в органах мочевыводящей системы. При низком давлении свекла вызывает спад артериального давления, провоцируя гипотонию. При остеропорозе, поскольку корнеплод замедляет усвоение кальция организмом. При диарее и хроническом расстройстве желудка. Усиливая перистальтику кишечника, свекла стимулирует дополнительный слабительный эффект и ухудшает общее самочувствие. При склонности к аллергии, при индивидуальной восприимчивости к элементам в составе корнеплода возможно развитие аллергической реакции, кожных высыпаний, отека носоглотки, увеличение лимфоузлов. При ревматоидном артрите и подагре не рекомендуется пить свежеотжатый сок овоща. Его действие вызывает обострение воспалительных процессов в суставах. Больным с сахарным диабетом необходимо ограничивать потребление свеклы. Это связано с большим количеством сахаров в овощи. Оптимальным считается порции в пределах 100 грамм. В целом, возможный вред от употребления свеклы сводится к минимуму, поскольку корнеплод используется в небольших количествах и для приготовления блюд, потребляемых не более 1-2 раз в неделю. Полезные свойства для женщин и мужчин. Отличительная особенность лечебного потенциала свеклы заключается в ее способности возвращать мужскую силу и восстанавливать женское здоровье. Как показали исследования, вещества, содержащиеся в свекле, крайне полезны для женского организма. Корнеплод содержит фолиевую кислоту и валин, обладающие способностью стабилизировать гормональный фон. Поэтому употребление свеклы уместно при любых проявлениях гормонального дисбаланса, при предменструальном синдроме или в период менопаузы. Но особенно полезен корнеплод для будущих мам. Благодаря регулярному употреблению свеклы беременными, плод получает необходимые для развития минералы и аминокислоты, что способствует его развитию и обеспечивает правильное формирование и рост костной ткани, а запасы железа в составе свеклы снижают риск развития гипоксии плода. Кроме того, свекла улучшает функциональность мочеполовой и пищеварительной систем, которые в период беременности испытывают повышенные нагрузки. Многие женщины используют полезные свойства свеклы для похудения. Помимо того, что блюда на основе корнеплода стимулируют обменные процессы и ускоряют расщепление жиров, свекольные диеты обеспечивают насыщение без повышения калорийности и перегрузки желудка. Польза свеклы для мужского здоровья. Наряду с общеукрепляющим и омолаживающим действием на организм мужчины, свеклу отличает способность возвращать мужскую силу. Организм многих мужчин ослаблен воздействием никотина и спиртных напитков, что нередко сказывается на потенции. Регулярное употребление свеклы позволяет не только нейтрализовать пагубное действие токсинов, но и восстановить эрекцию и половое влечение. Более того, вещества в составе корнеплода эффективно борются с образованием атипичных клеток, подавляя их рост и развитие. Таким образом, свекла предупреждает возникновение опухолевых процессов при аденоме простаты, заболеванию, которому подвержены большинство мужчин в возрасте после 50 лет. Чем полезен и вреден сок свеклы? Употребляя свежевыжатый сок свеклы, мы насыщаем организм максимальным количеством полезных веществ, содержащихся в овоще, за исключением клетчатки. Тем не менее, следует помнить, что концентрация микроэлементов в стакане сока несколько раз превышает норму,
получаемую с порции какого-либо блюда из корнеплода. Более того, свекольный сок содержит соединения, способные агрессивно влиять на внутренние органы. Поэтому при лечении соком медики рекомендуют придерживаться следующих правил, позволяющих избежать передозировки активными компонентами свеклы. Перед применением сок должен отстояться в течение 3 часов. За это время наиболее агрессивные соединения частично улетучатся и разложатся. Максимально допустимый объем напитка в день не может превышать 600 мл, а разовая доза 125 мл. Корнеплод для приготовления сока должен быть комнатной температуры. Оптимальный лечебный эффект обеспечивает напиток, выпитый за 15 минут до еды небольшими глотками. Начинать прием свекольного сока лучше с маленьких порций, а убедившись в отсутствии побочных эффектов, объем разовой порции можно увеличить. Не рекомендуется употребление свекольного сока наряду с кислыми продуктами или изделиями из дрожжевого теста. Диетологи считают, что усилить лечебное воздействие сока из свеклы можно, если для приготовления напитка использовать сладкие овощи и фрукты – яблоки, сельдерей или морковь. Что полезнее, вареная или сырая свекла? Свекла – один из тех овощей, которые способны сохранять максимум полезных свойств даже после термической обработки. Ответ на вопрос, полезна ли вареная свекла, однозначен. Нагревание, кипячение и запекание корнеплода не влияют ни на содержание минеральных веществ, ни на количество аминокислот. Тем не менее, сырая свекла оказывает интенсивное раздражающее воздействие на слизистую кишечника, поэтому пациентам с проблемами пищеварительного тракта следует очень осторожно относиться к употреблению овоща в свежем виде. Некоторые диетологи утверждают, что вареная свекла более полезна, чем свежая. Это не совсем так. Действительно, во время варки часть витаминов, содержащихся в корнеплоде, разрушает С, В5 и В9, то есть аскорбиновая, пантотеновая и фолиевая кислота. Также при длительной термической обработке свекла теряет большую часть нитратов и клетчатки. С другой стороны, грубая клетчатка может травмировать ткани слизистой оболочки пищевода, желудка и кишечника при гастрите или язвенной болезни. Полезные вещества свеклы лучше усваиваются, если ее применять в отварном виде. Поэтому для диетического питания рекомендуется использовать только отварную свеклу. Применение в косметологии. В прежние времена девушки использовали свеклу, чтобы усилить румяность щек. В наши дни свойства корнеплода нашли применение не только в декоративном, но и лечебном направлении косметологии. В составе масок или компрессов свекла отлично справляется с заживлением ран, прыщами, язвами, трещинами и отеками. А свекольный сок пьют для улучшения цвета кожи лица. Для питания жирной кожи в маску добавляют куриный желток. Для устранения воспалений на лицо наносят маску из сырой свеклы и тертого картофеля. Смывать маски из свеклы рекомендуется молоком, в половину разведенным водой. Для увлажнения кожи используют такую смесь. По 2 чайные ложки свекольного сока, меда и крепкого черного чая уваривают на водяной бане и после остывания наносят тонким слоем на лицо. Через четверть часа смывают теплой водой и увлажняют кремом. Кроме того, маски из свеклы помогают укрепить волосяные луковицы, устранить перхоть и вернуть шевелюре здоровую силу и блеск. В наше время популярность овоща достигла истинного апогея. Главное помнить, избыток потребления всегда несет вред организму, даже если дело касается такого безукоризненного корнеплода, как свекла. Ну вот и все у нас на сегодня. Задать вопрос или выразить свое мнение можно в комментариях.